Sveicināti НРА ЛВ sarunās. Добрый день. НРА ЛВ студии. Сегодня наш гость, мэр Таллина Евгений Осиновский. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что нашли время прибыть в Ригу, посетить нас, нашу студию и участвовать в нашей дискуссии. Спасибо за приглашение. Мы перед вашим приездом прочитали с огромным интересом вашу выступительную речь по поводу дня рождения Таллина, и вы говорили о безопасности. Тематика безопасности, секьюритизация. Почему важна эта тема в этот период? Почему нужно о ней говорить? Мы понимаем, что геополитическая ситуация в наших странах кардинально изменилась с начала агрессии России против Украины в 2022 году. И, конечно же, эта ситуация изменилась на долгие годы вперед. И, конечно же, мы видим, как у нас, так и во всех остальных странах, в том числе и в Латвии, конечно же, и повышение такой, общественной температуры. Люди переживают, опасаются, боятся. И, конечно же, в центре политической дискуссии как реальные вопросы касательно обороны, каким образом укрепить как внешнюю, так и внутреннюю оборону нашего общества. Но, с другой стороны, конечно же, присутствует и вот то, что я называю, не только я называю секьюритизацией, то есть все вопросы в политике пытаются зачастую перевести именно в плоскость безопасности. И здесь есть в этом вопросе свои риски. Обычно это приводит к поиску внутренних врагов. И, конечно же, как в Латвии, так и в Эстонии это касается в первую очередь русскоязычной части общества. И с моей точки зрения очень важно, чтобы в этом процессе, где мы занимаемся реальными рисками безопасности, они действительно реальные, то есть инвестируем в оборону, в укрепление нашего общества, чтобы мы все же сумели это сделать таким образом, чтобы все части общества все же остались целы, чтобы такая общая атмосфера общественная была, способствовала совместной деятельности и общественному спокойствию. У нас в Риге, когда после начала войны стали менять название улицы, снести памятники, которые связаны с Россией, убрали памятник Пушкина в парке и так далее, Барклай де Толли. И, главное, меняет название улиц. Как в Таллине насчет этого? Скажем, похожая тенденция общественной дискуссии, она присутствует. Мне кажется, что здесь, я детали латвийской дискуссии, политического дискурса не знаю, конечно же, но вопросы, касающиеся, например, советской символики, то они у нас присутствуют. У нас, например, в Таллине на 2 административных зданиях присутствовала советская символика, которую мы тоже оттуда убрали. То есть в каком-то смысле, конечно же, все, что связано с Советским Союзом, сегодня видится для большинством общества все же совсем другой плоскости. И это тоже понятно, на мой взгляд, что для меня очень важно, чтобы мы действительно отделили 2 части в этом вопросе. Во-первых, это отношение к путинскому режиму, к войне в Украине, и здесь моя оценка однозначна. Но, с другой стороны, это отношение к русскоязычным жителям нашей страны, нашего города. И, конечно же, здесь мы должны исходить из понимания, что это наши люди, мы с ними живем в одном обществе. И, конечно же, эти символические вопросы, они тоже имеют, конечно же, свой эмоциональный характер, но очень важно, чтобы мы все же занимались реальными проблемами, а в этих рамках как раз не натворили больше плохого отношениям. Мы видим сегодня, например, в Эстонии
зачастую нагнетается такое отношение, что вот русскоязычная часть общества представляет из себя какой-то риск безопасности Эстонии, что, ну, на самом деле, я считаю, не так. И скорее мы должны искать возможности, как вовлечь русскоязычную часть общества в нашу, ну, как бы общественную плоскость и дискуссию. Вы в своей речи в юбилей Таллина затронули такой философский вопрос, когда страх, нагнетает страх в обществе, и когда люди боятся друг друга, это легко манипулировать таким обществом, и легко манипулировать людьми. В чем опасность? Ну, это и есть, я думаю, главная проблема. Опять же, я не буду говорить о Латвии, хотя наша ситуация немножко похожа, но деталей латвийской ситуации я не знаю. Если мы посмотрим на Эстонию, то мы видим, что у нас эстоно-русскоязычное общество живут все же достаточно в разных пространствах. Это понятно, что так, например, на северо-востоке, где большинство, например, в Нарве жители это русскоязычные, но это также и в Таллине. И в первую очередь причина тому, конечно же, сегрегированная школьная система. То есть у нас отдельно русскоязычные школы и эстоноязычные школы. Это значит, что русско-эстоноязычные ребята не встречаются. Это значит, что они потом вместе не играют на спортивной площадке. Из-за этого частично у нас сегрегированные коллективы компаний, фирмы на рынке труда. И, конечно же, если мы спросим, наши исследования показывают, если, например, у эстонца спросить, как он относится к русскоязычному таллинцу, которого он лично знает, то в большинстве случаев ответ положительный. Да, конечно, я доверяю этому человеку, я его знаю. А если вопрос касается русскоязычных жителей города в общем, тогда мы видим ну, такой более высокий уровень опасений, особенно после ну, геополитических событий. Не только 2022 год, это и 2014 год, аннексия Крыма, это 2008 год, война в Грузии. То есть как только ну, геополитические моменты и Россия проявляет себя более агрессивно, мы видим, что эстоноязычная часть общества ну, выражает большее опасение по отношению к русскоязычным жителям. И основная причина — это отсутствие контактов. То есть как решить эту проблему, мы должны инициировать больше контактов между... Коммуникации между разными слоями общества, между разными национальностями. Да, и это мы, например, сегодня, переходя на эстонский язык обучения в наших школах, мы ищем возможности именно, чтобы у нас были совместные школы, единая школа, чтобы на уровне детских садов это уже у нас сегодня работает, на уровне школы еще не совсем. Мы, например, мотивируем спортивные клубы, чтобы у них были смешанные группы, чтобы там занимались, ну, скажем, футболом, как русско-эстоноязычные ребята вместе, чтобы школы по интересам имели также совместные группы для русско-эстоноязычных ребят и так далее. Именно для того, чтобы появились реальные качественные контакты, поскольку мы знаем, что таким образом как раз этот фон опасения снижается, а доверие таким образом повышается. Вы цитировали бывшего президента Эстонии Леннарта Мери, который говорит, нам следует быть очень осторожными, чтобы не совершить ошибок. Это относится и к нам, Латвии тоже, латвийским людям, народам. Но, тем не менее, жизнь продолжается, идет война, мы поддерживаем Украину, как и Эстония, чем можем, тем и помогаем. Что сейчас приносит самый большой доход в бюджете Таллина? Наша система выстроена таким образом, что почти 90% доходов нашего бюджета — это поступление подоходного налога физических лиц, то есть мы зависим от количества жителей города и от их заработной платы. В этом контексте Таллин, конечно же, процветает. Я вообще бы сказал, у нас было как раз годовщина 777 лет. В Таллине сейчас золотые времена. Город растет. 20 лет назад, когда я окончил школу, в Таллине было 400 тысяч жителей, сегодня 460 тысяч. По прогнозам, на следующее десятилетие будет более 500 тысяч жителей.
И, конечно же, если в общем экономический рост у нас, ну, его почти нет уже несколько лет в Эстонии вообще, то в Таллине на самом деле рынок труда сильный, то есть наши поступления налогов растут, и мы инвестируем, развиваемся, так что достаточно позитивное время для развития города. А где этот магнит Таллина? Почему в Таллине прирост населения, а в Риге как-то уходит? Вот нам очень интересно, почему эстонцам везет Эстонии в этом плане. Ну, во-первых, ну, там два момента. Первый момент, конечно же, это рост Таллина связан в том числе и с не очень эффективной региональной политикой в государстве. То есть, конечно же, если мы посмотрим на население других самоуправлений Эстонии, то, конечно же, мы видим старение населения и сокращение количества жителей. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно же, Таллин привлекает и международный талант. К нам все же с каждым годом приезжает все больше и больше людей из других стран. Это высококвалифицированные специалисты в первую очередь. Мы этот талант привлекаем. У нас, ну, как всем известно, очень развитый IT-сектор, то есть вся эта экосистема, скажем, высокотехнологичных фирм, она развита, и действительно таким образом мы привлекаем и международный талант в том числе. Ну и в среднем, несмотря на то, что и у нас с демографией не все так хорошо, то есть рождаемость снижается, то есть этот демографический шок 90-х годов теперь дошел до поколения женщин в соответствующем возрасте, то все же по сравнению с Латвией у нас немножко лучше с реэмиграцией, то есть жители Эстонии, которые в промежутке уехали в другие страны Европы, возвращаются все же достаточно больших количествах, и это связано, конечно же, с одной спецификой нашей эмиграции когда-то, то есть многие из наших жителей эмигрировали в Финляндию, она близко находится, тем самым они все время поддерживали связь со своей страной, и сегодня, когда в Эстонии уже зарплаты выше и уровень жизни также выше, то им проще вернуться, чем, например, из Великобритании, Ирландии и других стран, куда уезжали больше жители, например, Латвии и Литвы. Сколько лет еще должно пройти, чтобы выровнялся уровень жизни в Финляндии и Эстонии? Есть такие данные? Ну, это Или будет... уже наравне примерно? Это во многом, конечно же, будет зависеть от экономического роста и одной, и другой страны, но, конечно же, большая разница в доходах народного населения. И, конечно же, это не вопрос следующих нескольких лет, а скорее все же десятилетия, если не больше. По поводу привлечения светлых голов, светлых мозгов, это государственная программа или самоуправление тоже принимает отдельные программы, делает, чтобы привлечь умных людей со всего мира? В первую очередь это делает государство. Таллин со своей стороны тоже поддерживает разные инновационные проекты. Мы участвуем в технологическом инкубаторе, Технопол называется, крупнейший в странах Балтии. Мы запустили программу «Тест in Tallinn», то есть мы предлагаем возможность тестировать фирмам технологии разные свои решения в сотрудничестве с городом, то есть пилотировать разные технологические инновации. То есть город тут тоже с своей стороны помогает. Политика таланта, она в первую очередь на уровне государства, но я бы не преувеличивал на самом деле значение конкретных программ. В первую очередь, что работает, это, конечно же, сама эта экосистема, то есть привлекает наш уже работающий здесь IT-сектор, привлекает все больше и больше новых талантов, новые компании. То есть здесь я бы сказал, что в первую очередь наш успех исходит из предыдущих успехов, будь это Skype, TransferWise, Bolt и так далее. И понятно, что это создает позитивный имидж, и на базе этого имиджа, конечно же, приходят и следующие компании и усиливают эту экосистему. Финны сейчас получили проект ТикТока, большой серверский центр будет, баз данных. Таллинские ребята тоже получат добро от этого проекта.
Вот не могу сказать, от этого конкретно получим или нет, но что еще хочу сказать, что город может сделать, конечно же, и во что мы инвестируем. Это мы видим, что люди, которые приезжают именно из высококвалифицированные специалисты из других стран, все же города конкурируют за талант. И здесь в первую очередь, конечно же, вопрос качества жизни. То есть каким образом создать такую городскую среду, чтобы действительно это предприятие, их работники выбрали этот город из всех возможностей, которые у них существуют. То есть, грубо говоря, мы конкурируем здесь с Хельсинки, Стокгольмом и Копенгагеном, а если у нас городское пространство такое, как в Минске, извините за сравнение, то понятно, что здесь выбор будет простым. Поэтому мы очень активно работаем в направлении улучшения именно своего городского пространства, чтобы быть северной столицей. И, конечно же, это влияет и на привлекательность нашего города среди потенциальных талантов. Рига не конкурент Таллину? Конечно же, и балтийские страны, и балтийские столицы здесь между собой конкурируют. Это тоже однозначно. Конкурируют по качеству инфраструктуры однозначно из своего городского пространства, конкурируют по уровню заработной платы и так далее. Это абсолютно естественно и нормально, что города конкурируют между собой. Когда я посещаю Таллин, всегда полно народу. Ну, есть какие-то секреты городского маркетинга? Ну, в первую очередь, конечно же, во-первых, повезло, что в Таллине сохранился старый город в таком объеме и в таком хорошем порядке на протяжении всех этих столетий. Таллин все же был очень богатым торговым городом в Средневековье. А во-вторых, хватило мудрости за последние 30 лет это все не испортить. Когда все же, ну, если вспомним 90-е, тогда права на строительство раздавали налево и направо, и, конечно же, можно было принести очень много вреда именно нашему целостному старому городу. Но на сегодняшний день я даже не скрою, что я считаю, что это один из самых красивых старых городов во всей Европе. И это, конечно же, с точки зрения туризма, маркетинга туризма работает очень хорошо. Город инвестирует туда тоже, конечно же. То есть наша программа Visit Tallinn. Мы, конечно же, ведем рекламу точно так же, как Рига, Вильнюс, все остальные города. Не сказал бы, что она как-то отдельно очень гениальна именно поэтому у нас туристов много. А здесь, опять же, немножко работает на нас и, конечно же, близость Финляндии. Многие туристы, конечно же, у нас из Хельсинки. Часто ли посещает Таллинскую думу самоуправление латвийские бизнесмены с целью инвестировать в Таллине? Знаете, наши контакты между Эстонией и Латвией на таком уровне, это, конечно же, в первую очередь заслуга Евросоюза, что здесь вмешательство административной, городской или государственной власти для контактов, будь это в сфере бизнеса, в сфере культуры, в любой другой сфере, они на самом деле не нужны. Наши предприниматели, как и латвийские предприниматели, умеют работать и по той, и по этой стороне границы, и делают это без особой нужды в помощи. Конечно же, если, например, кто-то заинтересован в развитии каких-то конкретных проектов, которые требуют планировки и так далее, то они, конечно же, в город обращаются, но у нас такого отдельного подхода для иностранных инвесторов сегодня нет. И на самом деле такого пожелания нет. Встречаясь, например, с послами разных стран, в том числе и с послом Латвии, например, в Таллине, то не наблюдается никаких таких конкретных проблем в реализации интересов латвийских предпринимателей или других лиц. В Таллине общественный транспорт для таллинчан, таллинцев бесплатный. Как вы... Не бесплатный? Бесплатный. Бесплатный. Как вы удается сбалансировать бюджет городской за счет этого? Весь общественный транспорт в Таллине обходится городу в 120 миллионов евро в год. Это где-то 10% от нашего бюджета. Бюджет Таллина более миллиарда.
Э, Теоретически, если бы мы ввели заново билет на проезд, ну, мы дополнительно заработали бы где-то 15-20 миллионов евро. То есть это даже не половина, а может там 10-15% от всех расходов. То есть это однозначно, ну, как-то кардинально финансово эту ситуацию не изменит. Общественный транспорт датируется серьезно, датировался до того, когда был еще билет, датируется сегодня и будет датироваться в будущем. Я думаю, что основные проблемы общественного транспорта заключаются не в билете, а в других вопросах, каким образом действительно предложить максимально удобные, быстрые соединения для всех жителей, для того, чтобы общественный транспорт был реальной альтернативой для автомобиля. Поэтому я считаю, что это очень позитивное решение. Бесплатный билет посылает и сигнал со стороны города, что да, вот мы предоставляем удобную бесплатную альтернативу для всех жителей, поскольку в городе, который растет, дорог прибавляться не будет, поскольку для этого просто нету места. То есть развитию общественного транспорта и инфраструктуры для велосипедов, например, ну, на самом деле нет никакой альтернативы. Это не идеологический момент, любим мы велосипеды и автобусы или автомобили, просто география такая, что дополнительного места у нас нет. В какую сторону смотрите насчет в общественном транспорте? Развитие трамвайных путей, развитие автобусных особых линий? Кто будет доминирующий? Либо... Во всех направлениях развиваемся. Более 100 миллионов евро в ближайшие несколько лет будет проинвестировано в эту сферу. Сейчас заказаны абсолютно новые троллейбусы, которые придут в следующем году. Троллейбусные линии имеют очень хороший потенциал на будущее, поскольку они теперь уже также на автономном питании 25 километров могут ездить без контактной линии. То есть мы в будущем скорее видим еще возможность расширения троллейбусных линий. Это, во-первых. Строим две новых ветки трамвая. Одна линия открылась в прошлом году, которая будет соединять порт и аэропорт. Это, кстати, финансировался проект в рамках проекта Rail Baltic. Теперь две дополнительных трамвайных линии будут построены к 2029 году, и также закупаем сейчас и новые трамваи тоже. Но закупаем при этом и новые автобусы, так что развиваемся во всех направлениях. Rail Baltic, когда будет построен, он внесет какие-то изменения существенные в городскую жизнь? Ну, однозначно, с точки зрения городского пространства, большой терминал Вильямисте, он уже сегодня строится, и он превратится, конечно же, для города в хаб для пересадки. Пересадочный узел общественного транспорта появится именно там, поэтому он, конечно же, для города это очень важный проект, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, быстрое соединение сначала с Перну, а в дальнейшем и с Ригой в любом случае повысит аттрактивность нашего города. Ну, могу только сказать, что, слава богу, из городского бюджета мы этот проект не финансируем. Он, конечно же, колоссально дорогой, но с точки зрения города быстрое соединение с другими городами и с другими странами в любом случае в плюсе. Ночная жизнь таллинская, она делает головную боль городском самоуправлении? Ну, вопрос здесь поиска баланса. И в Таллине теперь уже 4-й год работает отдельно ночной мэр. То есть позиция специальная для того, чтобы искать этот баланс. С одной стороны, это культурная жизнь, разнообразие культурной жизни, которая, конечно же, в большом городе нужна как для своих жителей, так и для посетителей нашего города. А с другой стороны, конечно же, это вопрос ночного покоя и безопасности. То есть у жителей города конституционное право на ночной покой, и, конечно же, здесь город должен его обеспечить. Мы активно работаем в этом направлении, особенно касательно старого города, поскольку за последние десятилетия мы видим, что количество жителей в старом городе сокращается. То есть у нас говорится об опасении, что старый Таллин превратится как в Венецию, то есть город-музей, где будет много посетителей, но не будет местных жителей. Мы хотим эту тенденцию развернуть, и это, конечно же, требует обеспечения нормальной жизненной среды, в том числе ночного покоя. То есть как раз этой весной
сейчас идет очень активная работа в этом направлении. Мы штрафуем ночные клубы, которые нарушают ночной покой, делаем им предписания и будем продолжать с этой деятельностью, пока не восстановится нормальная жизнь в старом городе, именно для того, чтобы ночной покой был обеспечен. Но при этом могу сказать, что 90% всех развлекательных учреждений, конечно же, добропорядочные и соблюдают закон, уважают своих местных жителей и сотрудничают вместе с ними. То есть, если кому-то что-то не нравится, скажем, выпивший там финн или швед слишком громко, он идет жаловаться к ночному мэру Таллина. Ну, ночной мэр координирует эти вопросы, но да, муниципальная полиция у нас этими вопросами занимается и действительно относится в этом году очень серьезно ко всем жалобам для того, чтобы все же дать уверенность местным жителям именно в старом городе, что там можно нормально жить. Ямы на улицах Таллина — это уже прошлое. Ну, каждой весной они опять появляются. В течение лета мы их ликвидируем, но климат у нас такой, что за зиму, конечно же, дороги частично разрушаются, но мы инвестируем, я думаю, достаточно хорошо. То есть ситуация, которая у нас была где-то 10 лет назад, действительно были дороги в плохом состоянии. Сегодня, однозначно, даже в топ-10, я думаю, основных проблем Таллина качество автодорог не входит. Чем посыпаете дороги и улицы Таллина городские? Вот финны маленьким гравием сыпят и потом собирает. Зимой вы имеете в Да, виду? зимой, да. Дороги солью, Солью. а тротуары, да, действительно, крошкой, гранитной крошкой. Есть свои плюсы и свои минусы. Конечно же, соль портит ботинки, поэтому ее мы не, и соль не любят собаки. Но понятно, что она более эффективная, чем гранитная крошка с точки зрения защиты здоровья людей. Так что это, конечно же, большая тема в Таллине, как лучше убирать тротуары. Мэрия сейчас очень много инвестирует дополнительно для того, чтобы повысить качество уборки именно тротуаров. Как вы, как философ, вот как вы оцениваете наше время, буйное, страшное? Чем это все закончится? Войны всегда рано или поздно заканчиваются. Однозначно такой оптимизм 90-х после окончания Холодной войны. Этот момент оптимизма закончился. Видимо, этот оптимизм был чрезмерным и необоснованным. То есть вместо, скажем, полного триумфа либеральной демократии во всем мире мы, конечно же, видим восстановление или возобновление конкуренции между большими политическими и военными силами. Так что в течение следующих 50 лет я скорее вижу обострение геополитической ситуации во всем мире. Конечно же, в нашем регионе мы говорим в первую очередь об агрессивном поведении России, но глобально, конечно же, нужно понять и противостояние Китая и Соединенных Штатов Америки. Это тоже на следующие десятилетия. И мы здесь, на краю Балтийского моря, конечно же, должны даже не задуматься, а должны, конечно, сделать все от себя зависящее для того, чтобы удержать свою демократию, свою независимость. И я считаю, что главная гарантия здесь — это максимально сплоченная, сильная Европа. И последние несколько месяцев после возвращения господина Трампа в Белый дом, это должно послужить все же будильником для лидеров Европы и для нас в том числе, что лучшей гарантией нашей безопасности в нашем регионе быть не может, чем сплоченная, сильная Европа, и в это нужно постоянно инвестировать. То есть, если мы посмотрим на дискуссии в наших обществах, что вот там из Брюсселя там какие-то директивы, вот нам это не нравится. Деньги мы, конечно, любим, пусть дают, а вот обязанности, которые на нас навязывают, вот этого нам не нужно.
Я думаю, что вот эту перспективу стоит быстро и фундаментально пересмотреть. То есть чем сильнее Европа, чем ближе мы к основным политическим центрам Европы, тем, ну, даже не тем лучше, а это, я думаю, единственная реальная гарантия на следующее десятилетие достаточно турбулентного времени. Дай Бог, чтобы мы стали сильными, крепкими, чтобы наши столицы процветали, и чтобы мы смогли противостоять всему страшному, которое вокруг нас творится. Ну, я бы в этом процессе скорее на Бога бы не полагался, а действительно сделал на каждом уровне, на уровне города, на уровне государства все от себя зависящее для того, чтобы эти связи в нашем геополитическом регионе с нашими союзниками, основными народами, с которыми мы действительно нас связывает единая история, единые ценности, чтобы эти связи укрепить. Спасибо. Спасибо за уделенное время. Благодарю вас.